Мы хотим сказать что-то о России. Так строят на века, так накрывают стол, так смотрит на врага. Мне кажется, что мы в первую очередь экспериментальная группа, а не поп-группа. То есть и поп тоже. Но я сейчас объясню. Экспериментальный подход к музыке или он подразумевает под собой как раз-таки то, что смешиваются разные стили. То есть у нас есть и поп-составляющая, и фолк-составляющая, и еще куча других составляющих. Создавая такой коллаж, он вневременной, он внеэстетический, и мы получаем от этого определенное удовольствие. Нам нравится вызывать недопонимание у зрителя, который не понимает, как эти жанры могут уживаться. И в этом смысле мы работаем с восприятием зрителей и даже в каком-то смысле программируем его, что ли, в своей музыке. В 90-х годов русский человек жил без возможности даже выражать свое какое-то недовольство или сопротивление чему-либо. Я сейчас не про власть говорю, вообще. В 90-е эта возможность появилась, но не было возможности нормально жить. У всех появилась вот эта типа свобода слова, и все стали смотреть в сторону Америки и вот это все с Запада впитывать, но не было возможности просто нормально ходить на работу, семью, вот то, что, да, то, что вы называете, нормально жить. Потом в нулевые эта возможность начала постепенно появляться. И сейчас как раз-таки, в отличие от предыдущих последних 20 или 30 или даже 40 лет, русский человек, если он ставит себе цель нормально жить, у него есть такая возможность. Мы вообще считаем, что, может быть, это даже важно заявить, западный зритель привык воспринимать русскую культуру вот еще какой она была в 60-е, 70-е годы прошлого века, когда диссиденты, они свою идентификацию выстраивали как неофициальное искусство, которое противодействует государственной пропаганде, которая, притесняемая этой пропагандой, бунтует против нее. По нашим ощущениям, о чем Даня говорит, что новое поколение молодых людей от, я не знаю, может быть, 16 до 35 и, может быть, старше, они, в принципе, я об этом говорю с гордостью, может быть, опять же, фальшивой, но это поколение чувствует себя более самодостаточно. Нам уже не нужна, во-первых, антитеза с властью для того, чтобы существовать на уровне социальном, да, хотя эта тема актуальна в России сейчас, или искусственно актуальна. И самое важное, на уровне культуры мы тоже самодостаточны. Более, то есть вот восприятие собственной идентификации национальной, традиции, да это в музыке выражается, да, и меньше взгляд на Запад, меньше заимствований, больше углубленность в собственной традиции, в регионы, в русскую душу, или даже понятие русская душа, это тоже какой-то такой колониальный взгляд. Вот. Короче, мы чувствуем себя, в общем-то, довольно независимыми, поэтому, когда приезжаем в Голландию, в любую другую страну, мы приезжаем уже с несколько более прямой осанкой, что ли, вот наше поколение, мне кажется. А в Европе, в Голландии мы понимаем и чувствуем, что люди привыкли к существованию развлекательной музыкальной культуры, и они приходят в клуб с другими ожиданиями от концерта. И у нас всегда претензия, что музыка — это нечто большее, чем просто возможность выпить пиво из пластикового стаканчика и покачать головой. И возникает конфликт и недопонимание, мне кажется, по крайней мере, между мной и аудиторией точно, между общим посылом группы, по моим ощущениям, и аудиторией тоже возникает конфликт. Вот, в Англии на нас писали, там суд подавал один фотограф, который схватил за волосы в Ливерпуле. Ну, то есть, и это тоже вопрос, как бы, может быть, я лично понимаю правоту этих людей, но мне кажется, эти правила, они лишают какой-то фундаментальной сути того, чем мы занимаемся, превращая все это, не то чтобы прямо вот в гладко выбритую эстраду. И вот русская группа, мне кажется, более такая безумная, неограниченная такими правилами. И русская музыка такая же, и вот эта наивность исполнителей, и зрителей, она ощущается с нами на концертах в России и меньше ощущается на концертах в Западной Европе.
снимаем клип «Сталь», мы работаем с темой насилия вообще, который имеет отношение к русской культуре в принципе, углубляющей на века сквозь имперскую Россию, сквозь протославянские государства, через советскую Россию и так далее. И вообще не про Россию, а про человека в принципе. Более того, мы же там опираемся, там, если вы там цитацию Батаева посмотрите в начале, мы опираемся на европейскую философскую мысль. То есть мы в принципе говорим про человека и насилие. Но мы живем в современной России, и у нас есть как бы реальность сама подбрасывает нам новые актуальные формы разговора об этом. И когда мы снимаем об этом, мы не хотим не изобличить конкретную власть конкретного периода, мы хотим в принципе показать как бы фундаментальность этой проблемы, да, и актуализировать ее с помощью новых форм. Вот метафизика — это про Шорт-Парис, как бы это пафосно не звучало, имеется в виду как бы нечто вневременное. Но эти проблемы, они базовые, человеческие, вот мы туда смотрим. Голосом поколения хочешь быть? Нет, причем здесь голос поколения? Мне кажется, это вообще такое желание, это смерть для артиста. Я помню, как Кендрик Ламар энное количество лет назад говорил о том, что он чувствует давление со стороны нации американской и чувствует, что у поколения нового нет голоса, и он как будто бы чувствует право высказаться от его лица. И это на него очень сильно давит, и это влияет на его тексты, это влияет на... Если я правильно понял его интервью, и если я тоже правильно помню, он после этого ничего достойного, особенно интересного не сделал. То есть для артиста это большая проблема, начинать думать в этом русле. Если это происходит, то случайно и другим способом, да, не через осознание такой задачи, как собственной творческой задачи. Мы не хотим артикулировать это как свою задачу. Мы не хотим думать об этом. Но это не значит, что мы не хотим быть. Если ты представитель своего поколения, и у тебя есть голос, то ты голос поколения. Простая логическая вещь. Красавец вообще.